Хочу показать, какую мы классную штуку купили вместо уличного дровяного титана. Я давно уже хотела дровяной титан. Нужна горячая вода, электричество тратить, честно говоря, жалко, когда у нас дров девать некуда. Но титан на 20 литров 27 тысяч рублей. А у меня буржуйка во времянке стоит 3000 рублей. Что, с ума посходили, что ли? Поэтому покупка титана отпала. Вариант сварить самим из старой бочки. У нас нет подходящей старой бочки. Посмотрела, сколько стоят самовары. Есть подходящие самовары, 40 литров, называется трактирный. Но он, извините, стоит как трактир. А потом муж нашел на Озоне вот такое предложение за 9000 рублей. Ну, это, конечно, не самовар, но штука очень удобная, хоть и выглядит неубедительно. Это значит бак 17 литров, внизу топка. Вот тут производитель. Документов при нем не было. Написано Бедар Изи, если я не ошибаюсь. Это зольник. Все как у печки. Топка выглядит таким образом. Вчера мы его топили, но шел дождь, и я пожалела камеру для съемок. А он под дождем работает нормально. И воду греет довольно быстро. Ладно, давайте теперь я вам покажу, как он работает. Ну, залила 16 литров. С дровами вышла смешная загвоздка. Топка у него не очень большая, а у меня все дрова напилены под нашу буржуйку. Поэтому пришлось всякие мелкие сучки пополам распиливать. Ну, вот такой калибр, да. Разводить надо, конечно, от щепочек, от газеты. Но мне проще спиртовые таблетки. Я люблю по-быстрому. Вон как пашет. Никакого дыма. Заглядывать в трубу никакого желания. Посмотрим, что в топке делается. Нормально делается. А еще в качестве топлива я использую обрезки от столярных проделок мужа. В общем, этот самовар оказался очень удобной вещью. И воду греет, и мусор утилизует. А бросаю их прям в трубу. Оп. Мы так в детстве самовар топили шишками. Главное, чтобы в трубе не застряли. Ну вот, 25 минут. Топка еще не прогорела. Но пар уже повалил. Руку держать я не удержу. Мне, собственно, такая горячая вода и не нужна. Но скоро он закипит, да. Ну, так что, считай, кипяток будет за полчаса. 17 литров кипятка. Остывать, я так понимаю, будет тоже не очень быстро. Короче, мне очень-очень-очень нравится это приобретение. Я, конечно, боюсь, как бы он не прогорел, не распаялся, все дела. Если мазутом не топить, наверное, не должен.
О, кипяточек. О, пар-то валит. Да, вот так. Замойся теперь этой посуды горячей воды. Сокровище турецкое. Уже темнеет. 15 минут 7. Он еще горячий. Руку держать невозможно. А подбрасывать я закончила, сейчас скажу, 15:15. Горяченький до сих пор. Ну, градусник не туда. Нет, я не удержу руку. Не знаю, сколько там градусов. То есть, несмотря на то, что он тонкий, остывает он долго. А на улице сейчас 0. Ночью мороз будет. Надо будет его не забыть слить и убрать.